Через некоторое время после начала работы газопровода «Северный поток-2» Россия может проиграть, заявил в статье для портала NV британский эксперт по Украине экономист Тимоти Эш. Он в частности утверждает, что в функционировании «Северного потока-2» нет экономической или экологической целесообразности. Европа не испытывает недостатка транзитных мощностей. Россию же он обвиняет в искусственном создании кризиса транзита газа там, где его нет. Эксперты по Украине давно поняли, что единственная целесообразность «Северного потока-2» геополитическая. Целью России было исключить Украину из транзита газа и лишить Украину $2 миллиардов ежегодных сборов за этот транзит, а также сделать ее зависимой от Москвы из-за прекращения поставок. По моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость, подчеркнул Эш. Ранее глава крупнейшей депутатской группы в Европейском парламенте Манфред Вебер призывал к жесткой линии в отношении России из-за ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Также добавим, что уже в октябре 2022 года норвежский газ может начать поступать в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe, Балтийская труба, пишет Европейская правда. В середине сентября 2021 года Baltic Pipe подвели к польским берегам. Ранее газопровод, инвесторами которого являются Дания и Польша, сваривали из единичных труб и прокладывали по дну Балтийского моря. Другой конец присоединен к норвежской системе на дне Северного моря. Газопровод пройдет через территорию Дании, соединяя острова Фюн и Зеландия. Идея строительства польско-норвежского газопровода вписывается в польскую концепцию строительства газовых северных ворот. Согласно ей, Польша должна стать полностью независимой от поставок российского газа. Благодаря строительству терминала сжиженного природного газа в Свиноустье работает, Baltic Pipe строится и терминала СПГ в Гданьском заливе планируется. Время введения его в эксплуатацию не случайно совпадает с завершением действия польско-российского контракта, который сейчас покрывает примерно половину польского спроса на сырье. Поставки в Польшу не единственная выгода, вытекающая из введения в эксплуатацию Baltic Pipe. Это часть более масштабного проекта коридора Север-Юг. Он уже не имеет национального измерения, как Северные ворота, и является центральноевропейским. Коридор Север-Юг предусматривает создание международных соединений, трубопроводов, которые позволят перекачивать газ на территориях от Балтийского моря до побережья Хорватии, где был запущен терминал СПГ. В основе этой концепции лежит стремление сломать российскую монополию на поставки газа в Центральную Европу. Появление нового источника нерусского газа в соседней Польше положительно повлияет на энергетическую безопасность Украины. Ранее подписчики Bloomberg сообщали, что РФ готова обменять увеличение поставок газа на одобрение запуска проекта «Северный поток-2» на уровне Германии и ЕС.